Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжу повязку челму для больших и маленьких леди на весну. Узор всего 2 ряда в высоту. Раппорт узора 4 петли. Крючок использовала 3 миллиметра. Пряжа у меня детский акрил в 100 граммах 400 метров. Вы, естественно, можете взять любую пряжу. Повязку можно связать на любой обхват головы. Я уже связала резинку 4 сантиметра 1 на 1. Чередовала рельефные столбики, лицевой и изнаночный. В работе 88 столбиков. Покажу на последнем ряде, как я это делала. Лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. Заканчиваем ряд соединительным столбиком и приступаем к узору. Первый ряд узора. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, пропускаем 3 петли на основании, и в 4-ю провяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание столбик с накидом. Накид на крючок, пропускаем 3 петли на основании, в 4-ю провяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, в это же основание столбик с накидом. Таким образом продолжаем весь первый ряд. Накид на крючок, 3 петли на основании пропускаем, в 4-ю провязываем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и в это же основание столбик с накидом. Заканчиваю первый ряд. Воздушная петля у меня перед этим была. И заканчиваю столбиком без накида. И приступаем ко второму ряду. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок и провязываю лицевой рельефный столбик за столбик галочки. Накид на крючок и в арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провяжу 3 столбика с накидом, 2, 3, воздушная петля и в это же основание 3 столбика с накидом, 2,
третий столбик, провязали, накид на крючок и лицевой рельефный столбик за вторую стенку галочки. Столбик первый незавершенный и второй незавершенный столбик провязываю за столбик следующей галочки. Накид на крючок и в арку провяжу 3 столбика с накидом, 2, 3, воздушная петля и в это же основание 3 столбика с накидом, второй, третий, провязали, накид на крючок, первый незавершенный столбик лицевой рельефный, второй лицевой рельефный столбик незавершенный, и теперь провяжем 3 петли на крючке вместе. Накид на крючок и в арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 3 столбика с накидом, 2, 3, воздушная петля и в это же основание 3 столбика с накидом, первый, второй, третий столбик, провязали и так далее. Сейчас вяжу первый незавершенный столбик лицевой рельефный, второй незавершенный столбик лицевой рельефный, 3 петли на крючке провяжу вместе. Таким узором вяжу до конца ряда. Провязала до конца ряда. Теперь буду повторять узор с первого ряда. Для этого мне надо пробраться с соединительными столбиками в арку из 1 воздушной петли в предыдущем ряду. Пробрались. И теперь повторяем первый ряд. 3 петли подъема, накид на крючок и в следующую арку из 1 воздушной петли провяжем столбик с накидом. Вывязываем галочку, 2 воздушные петли и в это же основание столбик с накидом. Повторяем первый ряд. В следующую арку столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом в это же основание. Повторяем узор с 1 по 2 ряд. Сначала я связала узор в 3 элемента в высоту. Это широкий вариант повязки. У меня получилось 11,5 сантиметров, но потом я один ряд все-таки распустила. Вот здесь сейчас показываю пока узор на широком варианте. Такой 3D получается. Потом я решила сделать поуже повязку, распустила один элемент, и у меня получилось высоту 2,5 раппорта. Выбирайте вариант, какой кому нравится. Сейчас обвяжу столбиками без накида по кругу, укрепим полотно заодно. В арку провязываю 3 столбика без накида, а между галочками столбик без накида 1. В арку из 3 воздушных петель 3 столбика без накида, третий,
а между галочками столбик без накида. Вот таким образом прохожу весь ряд. Небольшая обвязка вторым рядом пойдет. Ввожу крючок, на крючке 2 петли, оборачиваю их рабочей нитью и провяжу 2 петли вместе. В следующую петлю ввожу крючок, 2 петли оборачиваю рабочей нитью и провязываю 2 петли вместе. 2 петли оборачиваю вместе, потом провязываю, ввожу крючок, получившиеся 2 петли оборачиваю рабочей нитью и провязываю их вместе. Таким образом прохожу весь ряд. Получаем такой красивый зубчатый край. Теперь превращаю повязку в челму. Для этого на основании узора подниму 7 петель и провяжу. В тунисской технике я провязывала 10 рядов. 3 петли, 4, 5, 6 и 7 петля. Набрали 7 петель. Теперь на этих 7 петлях будем вязать тунисское полотно. Закрываю одну петлю, потом по 2 петли. Снова поднимаем петли. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вяжем перемычку. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Так вяжем нужную нам длину перемычки. Снова поднимаем петли и в обратном ряду будем закрывать. Следим за тем, чтобы у нас количество петель оставалось 7, как в самом первом ряду. Теперь остается пришить перемычку на изнаночной стороне. Советую полотно все-таки зафиксировать вот эти складки сначала, потом уже перемычку пришить. Вот такая повязка у нас получается. Не удержалась, приклеила стразы. Вот такая повязка получилась у меня. Повязка челма. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!